Батуми. Батуми не соточка с Бенджамином, чтоб всем нравится. Эмоции и впечатления вызывает разные. Для одних это курорт мечты, для других где мои тапки и нафига я здесь приехал. Одно точно. Батуми никого не оставляет равнодушным, и здесь всем есть что посмотреть. И это так. А вот что делать человеку, у которого, к примеру, мало дней отпуска? Как ему объять необъятное? Я вам не скажу за весь Батуми. Весь Батуми. И, кстати, правильно. Пусть сегодня за Батуми говорят гости, отдыхающие в столице Аджарии. Взгляд их свежий и незамыленный. Идея такова – дать слово отдыхающим. Узнать, что, на их взгляд, самое крутое из всего увиденного. Это для того, чтобы тем, кто собирается приехать в Батуми, было проще определиться с выбором достопримечательностей и не распылять время зря. Итак, вопрос к гостям. Что вы посоветовали бы тем, кто еще только собирается приехать в Батуми? Что самое лучшее, куда сходить, что посмотреть, что попробовать. Самое Ну, классное. мороженое мы уже поняли. Да, мороженое самое вкусное, пляжи самые классные, но так и есть. И их, если пойти погулять, то это, конечно, набережная, это самое прекрасное, наверное, есть, что в Батуми. А если сходить покушать, то это пиросмани, хинкали. Это просто зачет. Вообще, уважуха вообще. Там очень вкусно, колоритно, по-грузински. А что заказывали? Мы хинкали традиционные заказывали, заказывали салаты, заказывали пиццы. Дети любят пиццу, поэтому все на любой выбор. Вообще классно. А посмотреть... Центр. Нам очень понравился центр, понравился парк, понравились фонтаны. Здесь уйма времени, у нас 2 недели было отдыха, мы, наверное, все не обошли. Ну да, не успеваешь. Парк какой? Этот Пионерский, 6 мая? Да, Пионерский и Европа. Очень красивый тоже. Это центр. Площадь Европы? Площадь Европы, да. А пьяцца были? Да, и пьяцца были тоже. Вообще классно. В общем, фонтаны и что еще самое такое в Батуми? Офигенное. Да все. Да, А фонтаны те или те? Мы и те. Мы везде были, практически везде. Ну и, конечно, водопады. Как не приехать в Грузию, не посетить водопады? Это просто неповторимые эмоции. Сходить, конечно, в первую очередь нужно на набережную, потому что здесь набережная вся жизнь в Батуми. Пойдешь направо, посмотришь одно, там будет Нино, налево пойдешь, там будет Метро Сити. Очень красиво и везде можно что-то найти для себя. Но а вообще, было бы хорошо искупнуться в море, потому что море освежает. Здесь так интересно. Батуми небольшой городок на самом деле, хотя кажется большим. Если так брать, он на протяжении набережной достаточно долгий. И можно потерять, наверное, час-полтора в одну сторону и в другую. Но если ты хочешь уединиться и попасть в город, то стоит сойти на Батум гору. И там очень интересно, потому что там уже местный колорит. Всегда тебе угостят чачей, потому что грузины очень гостеприимны. Мимо них просто не пройдешь. Если ты будешь мимо проходить и с ними начнешь разговор, они тебя обязательно угостят чем-то вкусным. Подняться на горы и посмотреть на море, это очень впечатляет и очень красиво. Тоже бы рекомендовал. Если чуть дальше поехать на Черном песке, там тендрари, розовые фламинги, очень красиво. Здесь все очень красиво. Самое интересное, куда сходить, что посмотреть, что попробовать. Попробовать мороженое алкогольное. Это винное, которое? Да, да.
А в Батуми есть такое? Я знаю, в Тбилиси есть там. Батуми Здесь тоже тоже Есть? Есть, да? Ботанический сад надо. Да. И покататься на зиплайне. Да. А здесь катались? Нет, Пока нет. Еще мы нет? сами здесь только второй день. А, В Батуми, да, в Тбилиси были до этого. Ну и горная Аджария, говорят, хорошая экскурсия. поедете, да? Да. И поедем в деревню над облаками. Тоже Гомес Мта, 80 лари, Ага. а горная Аджария, мы не знаю, едем с Кипром. Да. Ну, тоже где такого 80. 80-100, наверное, ладно. Ага. Кататься на зиплайне 70-80 ларев. А на этих на корабликах не катались еще? Пока нет. Думаю, тоже, да. Катаемся, наверное. Ладно, второй день классно. Столько впечатлений. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Вот мы по берегу бежим с севера навстречу солнцу и нашему особому мнению. Я смотрю на небо, оно такое ясное. Мысли говорят мои со мной по-новому. Я теперь больше не гуляю. Опусти голову, опусти голову. И все изменяется, все становится ясным. Все изменяется, все изменяется, и все изменяется, все становится ясным, все изменяется, все. Тут посетить, куда сходить, посмотреть. Именно в Батуми, то я не знаю. Лучше где-то отдыхать за Батуми, там на водопады или еще куда-то. То есть в горы. А в Батуми, Гомес Мунта куда-нибудь? ну, типа того, да. А вы давно приехали? В марте этого года. О, классно. А, в заповедник еще ездили. Тот, который недалеко от города. А где это? Какой заповедник? Мэр кто-то построил, да? Да, какой-то чиновник построил заповедник, типа за свои деньги, но сделал его бесплатным для всех, чтобы это был как проект для людей, кто хочет туда приехать и посетить это место прекрасное. Ух Там, ты. короче, место, это там деревья из разных стран, регионов, также и животные, Бамбуковая птицы. роща тоже. Я даже не слышал. Да. Ну, Смотрите, туда ехать около 2 часов. ну, плюс-минус. Да, это недалеко от у реки, да? А, в ту сторону, да? Да, Да. возле у реки. Интересно. Рядом. Буквально, наверное, минут 10. Ну, здесь на недалеко, да. машине от у реки, да. Там рядышком. Интересно, спасибо. А что еще такое? Попробовать? В Батуми на рыбалку пойти, тут на пирс недалеко можно. Там в основном сезон ставритки, я знаю уже как местный Да. жилец. Там очень много рыбаков весной, прям безумно много. Каждый день там человек по 20, наверное, стоит постоянно. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами их детей, просто менять местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ребят, дайте аплодисментов Михаилу, пожалуйста. Спасибо, вы лучшие. Мы первый день Вы тоже первый день? не сильно советую. А что хотите посмотреть? Что самое известное такое, да? Мы не попали в ботанический сад, может, мы туда бы хотели попасть. И еще хотим на подъемник подняться. Здесь? А, да, стоит. А почему не попали туда? Мало времени, А, да, задержали рейс очень, и поэтому... ну еще успеете, у вас много времени? Да, до завтра много времени. А, вы совсем на чуть-чуть. Да, мы Жалко. дальше едем дальше. Ну хоть искупнулись? Еще нет. Еще нет. А, Поэтому мы Сейчас не очень. но все равно ничего. Приятного отдыха, Спасибо. всего хорошего. Что можно посоветовать тем, кто еще не был? В Батуми только недавно. Тем более, в этом и есть суть. Ну, хотелось бы посетить Гомес Мта гору над облаками.
Вот почему-то вот это сейчас все говорят топчик, вот это да, я... Это сейчас такой тренд, Да. можно сказать, в ТикТоке везде. Прям. Да, я согласен. Самое главное на море побывать хотя бы раз. Да? Ну, да. Ну, когда ехали, там Алинино, там вот это все там. Взяли того не стоит. Да? Они того не стоят. А что, Я очень пробовали? хотела побывать в церкви. Церковь Самим, кажется, называется. А СМБ это туда Да, поднял? Ага. очень красиво там, я хочу побывать. Вот. Так, вроде все. Интересно, нестандартно. Первый раз так слышу. Спасибо. Самое-самое вот такое, что посмотреть, куда сходить. Мы сами недавно приехали. А в этом и фишка. Что-то уже успели посмотреть? Ну, на канатной дороге были, да. Были? Да. Как там? Вот для меня это было одно из лучших ощущений за это время, в принципе. Канатка, да? Да, вот именно на канатке. Ну, тоже мы под вечер лучше ехать, потому что город освещается, и вот именно классно, когда... А вечерком погулять, да? Да, погулять, потом на колесо обозрения пойти, вот именно потом у району. Ну, старый этот, Да, старый да. Батуми, да, старый Там город. классно. Понял. Спасибо. Ладно, не буду больше мучить. Да, ничего Спасибо огромное. Что можно посоветовать тем, кто не был в Батуми? Что посетить, куда сходить, увидеть, что попробовать? Мы второй день только, мы сами ничего не А в этом-то и есть фишка. То есть спросить именно у отдыхающих. посетить. Завтра пойдем на рыбный рынок, рыбу кушать. На фиш-маркет? У нас хозяйка батумчанка, так что она нам советует места. Мы пока вот сегодня с моря начали, а завтра будет видно. Список у нас уже есть. Помимо моря было Грузия, у нас смотреть этот вот грузинский колорит, как люди живут. Ну, столкнулись уже? Да, все радует, в принципе. То, чего ожидали, то и... А вы в доме сняли, да? Да, в Мы, доме. как сказать, прям в старом Батуми. А, ну то есть хозяева уже угостили вас, все? Уже сейчас привезли полдца. Уже фотографию скинули. Вчера не стали нас тревожить, а сегодня уже винишка там, все дела. Просто человек сразу говорит, где тратить деньги, где не тратить деньги, где что как. Посоветуют, что, куда, чего. Где хачапури кушать, где хачапури кушать. Нас отправили, где именно местные кушают. Ладно, ребят, спасибо вам, не буду вас задерживать. Хорошего вам отдыха. Ребята, кого я встретил? Та самая девчонка из Инстаграм, у которой в детстве не было полароида, и пришлось научиться так рисовать, что лучше любого фотоаппарата. Но, в отличие от фотоаппаратов, в ее работах, кроме ювелирной прорисовки каждого миллиметра, присутствует глубина, теплота и, конечно же, душа. Знакомьтесь, Катюша. Привет. Да, я тебя своей бородой пощекочу. С Катей мы познакомились 3 года назад, когда она жила в Батуми. Сказать, что я был впечатлен ее работами, не сказать ничего. И вот она снова в Батуми. 3 года. 3 года мы с тобой не виделись. Да. Но в этот раз я приехала сюда не работать, а Рассказывай. отдыхать. Почему в Батуми? Потому что это райское место. Тут и Хорошо. море, и горы, и все улыбаются, у всех все хорошо, никаких забот. Кстати, тогда 3 года назад мы с Катей записали подкаст. Сегодня я ее долго терзать не буду. Кто хочет, ссылку я оставлю внизу, посмотрите. Кстати, да, а где сейчас, хотел спросить?
Etsy же не работает в России. Да. Где ты принимаешь заказы? Сейчас я принимаю заказы только в Инстаграме. В 22 году было все очень плохо. У меня все просело по просмотрам, по заказам. Но потом рилсы начали Сделали залетать. свое дело. Да, начали залетать. Я немножко поняла, как это все работает. Начались миллионные просмотры. И теперь заказы на полгода вперед. Я даже останавливаю очередь, потому что такой поток заказов я не могу сделать. Хорошо. Кстати, Катины работы разлетелись по всему миру, насколько я знаю. И насколько я видел, твоя работа даже висит у Лаймы Вайкули. Да. Это так? Да, я О. в прошлом видео как раз об этом рассказывала. Так что смотрите, ссылочку оставлю внизу. Косел, долго ее терзать не будем. Идем пить грузинский лимонад. Или кофе. Нет, лимонад. Или вино. Саперави. Здесь все очень красиво. Приехать сюда — это просто не потратить время зря, поэтому приезжайте.